Всем огромный привет! Завтра 21 февраля, и у нас заканчивается с вами бесплатный марафон. Такие соревнования между друг с другом. Я думаю, один день ничего не значит уже, и сегодня можно сделать взвешивание и написать в комментариях, кто вы и сколько вы сбросили в течение месяца. Мой вес, если кто помнит, был на момент старта 61 700. И сейчас пойдем вместе с вами, я буду взвешиваться. В течение месяца я ни разу не стала на весы. Вот сейчас это будет первый раз. Вперед! Самое интересно очень. Итак, сколько здесь у меня? 58 550. Ну что, не вау? Конечно же вау! Но это же классно, это же здорово, правильно? Главное желание. Вот за месяц я сбросила 3 килограмма 150 грамм. Ну, будем считать 3 килограмма. Отлично. И особо прям я свой организм не насиловала никоим образом. Все прошло нормально и гладко. И я считаю, что очень много в течение месяца сбрасывать нельзя, чтобы кожа не обвисала, чтобы у организма не было никакого шока. Все нужно делать постепенно. И вот 3 килограмма за месяц – это отлично просто. Главное, как я сказала, это желание и понимание, чего вы хотите. Вот список девочек, которые собирались соревноваться вместе со мной, да? Вместе друг с другом. Я не буду его полностью зачитывать, заскриньте его и посмотрите. И вот девочки, которые делали все правильно, сбалансированно питались, пили водичку, занимались физической активностью, напишите в комментариях, кто вы и сколько вы сбросили в течение месяца. С некоторыми из них я общалась в личных сообщениях, некоторые из них совсем пропали. Но я не знаю, может быть, они и соревновались, но они ничего не писали. Сегодня я хочу поговорить с вами о правилах быстрого похудения. Для чего вам это нужно? Вот именно хочется обратиться для тех, кто действительно хочет сбросить свой вес. Определите для себя, зачем вам это нужно. Для того, чтобы улучшить состояние вашего здоровья, я думаю, это первое. Второе, это для того, чтобы иметь красивую фигуру, красивый внешний вид. Для женщин это, конечно же, немаловажно, правильно? Вот. Но самое главное, как я всегда говорю, да, это улучшение качества жизни и улучшение своего здоровья. Поэтому вы должны для себя обязательно понять, для чего вам нужно сбрасывать лишний вес. Девочки, я практик. Я раньше сидела на разных диетах. Это просто ужасно, когда ты ущемляешь себя во всем, ты много чего не ешь. Ой, ну это такое, знаете, я даже сейчас это слово терпеть не могу, диета, да? И да, ты сбрасываешь, но потом ты срываешься, наверстываешь все эти упущенные килограммы, и плюс к этому они еще тянут за собой там друзей парочку-тройку килограмм. Поэтому никакие диеты я не приемлю. Для меня только существует сбалансированное питание, физические нагрузки, улучшение сна, вот, и питье воды. По поводу воды я уже говорила, на килограмм своего веса я пью 30 мл воды. Ну, иногда больше, иногда меньше, тут уже как пойдет. Когда вы начинаете худеть, естественно, вам нужно отказаться от ваших привычных продуктов, которые добавляют вам вес. Это сахар, это кондитерские изделия, там, это выпечка домашняя, пирожочки, там, оладушки, блинчики. Вот. Это, конечно, страшно, наверное, для кого-то звучит отказаться. Без этого никак. Отказываться придется. Тем более, вот эта вся выпечка, которую я перечислила, она ничего хорошего для нашего организма не несет совершенно. Когда вы отказываетесь от этих запрещенных продуктов, и вам прям сильно, очень тяжело, да, что вы можете сделать? После завтрака или обеда съешьте один запрещенный продукт или
пол пирожка или пирожок, или одну конфетку, или один вареник, или 2 пельменика. И это будет ваш бонус. Вы не будете чувствовать себя обделенной. Со временем это пройдет, и вы уже это не будете есть. Ваш организм привыкнет. Но пока, если сложно, то можно вот сделать на закусочку после правильного обеда. Вы там слопаете одну конфетку. Кто-то может сразу бросить и сказать: все, никакого там теста, никаких сладостей, ни одной, ни половинки, ничего, сразу убираем из рациона, и вот только правильное питание, и все. Ну а кто-то не может, вот, чтобы организм свой не привести в этот шок, вот, ну, после правильного обеда, завтрака вы можете позволить себе что-то одно слопать. Когда вы съели кусочек запрещенного продукта, вкусовые рецепторы сработали, мозг получил сигнал, и все нормально, все это сработало. И так постепенно вы уходите от запрещенных продуктов. Это работает, девочки. Вот кто хочет, обязательно попробуйте. Это мой личный опыт. Я так уходила от сладкого, от выпечки, торты, вот эти пирожки, блинчики, конфеты. Это была просто моя слабость. Женщина мне, которая была на марафоне, да, она мне написала в начале старта: ой, Люда, а как же я буду без теста? Я его просто обожаю. Каждый день у меня какая-то выпечка. И вот я ей ответила, конечно, мы с ней общались. Я хочу сказать, ну что тесто? А что оно дает, это тесто? Это бесполезная еда в нашем организме. Оно ничего не приносит. Только жиры на животе, на боках и в остальном нашем теле. Это бесполезная еда, а мы должны есть еду, которая действительно приносит здоровье нашему организму. Мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть. Поэтому это наш с вами выбор. Мы с вами не мусорные ведра, и не надо туда забрасывать все, что плохо лежит. Я лично могу вам рассказать, да, о питании, о нехватке там витаминов, о физических нагрузках. Вот. Но результаты это только от вас. Это вы решаете, что вам делать. Лично я люблю себя больше, чем какую-то бесполезную еду. Как говорится, ваше тело, ваше дело. И вот те 5 минут, которые вы наслаждаетесь каким-то куском торта, а потом вы 5 минут насладились, а все потом у вас осталось на боках, на животе, на попе, и это не принесло здоровья в ваш организм. Это наоборот еще больше ухудшает ваше здоровье. Не забывайте про очищение организма. Очищение печени, очищение кишечника. Вот это тоже очень важно. У нас организм, по сути, очищается как бы сам. Но когда мы запаслись огромным количеством жира, то нашему организму очень тяжело работать и со всем справляться. Поэтому, конечно же, от этого надо избавляться, очищаться, вот, чтобы этого ненужного в нашем организме было поменьше. Очень много есть разных средств по очищению. Тут вы уже должны выбирать сами. Если интересно, я, конечно же, об этом расскажу. Плюс нужно обязательно принимать пробиотики, но это уже после очищения организма. Это наш иммунитет. Когда у нас здоровый кишечник, у нас хороший иммунитет. Мы реже тогда болеем, и очень легко справляется наш организм с разными заболеваниями. Поэтому чистка организма тоже важна. Мы должны ему просто помогать. Поэтому над этим нужно, конечно же, работать. Очищение, потом пробиотики мы пьем, потом мы пополняем дефицит и нехватку разных витаминчиков, минеральчиков. Вот. И таким образом наш организм очень хорошо оздоравливается. Сейчас что модно, и это радует, это здоровье. Очень много молодых людей, которые не курят и занимаются спортом. Я хожу в фитнес-центр 1-2 раза в неделю. У меня получается туда ходить, остальные дни я занимаюсь дома. И вот я смотрю, в каком количестве приходит заниматься молодежь. Хожу в разные дни, в разное время, поэтому это количество я вижу.
И, конечно же, очень много людей в возрасте, которые занимаются как на тренажерах, так занимаются другими видами спорта. И у кого-то там йога, у кого-то там стретчинг, у кого-то там танцы. Но очень много пожилых людей. Вы знаете, меня это очень удивляет. Если не мы позаботимся о своем здоровье, да, о нашем организме, то кто о нем будет заботиться? Некому больше, только мы. Любое движение, и это уже большой результат. Я не говорю вам, что бежите там в тренажерные залы. Нет. Даже если вы просто будете ходить, вот вышли и пошли, ходите. И это уже огромный результат. Это очень хорошо для сердечно-сосудистой системы, для нашего мозга, для наших суставов. Это для лимфоотока очень хорошо. Поэтому вышли и пошли, ходите. Женщина написала: мне уже 60, не уже, а еще только 60. И она пишет, что уже все бесполезно делать. Вы не правы. Еще очень много можно чего изменить. Главное желание, и чтобы лень не шагала впереди вас, а чтобы она была там где-то далеко сзади вас. Потому что мы многие ленимся просто. Нам легче посидеть, полежать. Можно, конечно, и сидеть, и лежать, но только после того, когда вы позанимались. Психологический настрой очень важен в процессе похудения. Очень важна мотивация, правильно? Поэтому обозначьте для себя, чего вы хотите, чего вы желаете. Возьмите тетрадь, напишите, чего вы хотите. Вот. И постоянно читайте это, от чего вы хотите избавиться, что вы хотите приобрести. Как я для себя это все прописывала, в первую очередь для меня было важно – это улучшить состояние, конечно же, своего здоровья. Второе – это, конечно же, уйдет нагрузка на суставы, потому что очень тяжело нашим суставам, когда они носят лишний вес. Вы это прекрасно сами все понимаете. Артриты, артрозы, остеопорозы, коксартрозы уже намного меньше вас будут мучить. Не будет уже у такого сильного воспаления после того, как сбросите вес, потому что придет облегчение для наших суставов. Третье – это одышка. Вы будете просто взлетать на этажи. Вы будете ходить без одышки, потому что есть люди, и среди моих знакомых были такие люди, которые даже при медленной ходьбе у них начинается одышка. Поэтому, конечно же, от этого надо избавляться, надо восстанавливать свое здоровье. И еще одно правило, это, конечно же, опять повторяюсь, немаловажно для женщин, это внешний вид. Естественно, мы сбрасываем вес, мы тренируемся, подтягиваем свою кожу, подкачиваем свою фигуру, и у нас меняется полностью все, да, наш внешний вид. Мы уже можем позволить себе совсем другую одежду одеть, которую мы не могли, например, носить, но очень хотелось. Я вам сейчас кое-что покажу. Девочки, вот этот костюм, я его не одевала много лет. Ему уже тоже много лет. Но вот такие вещи, они не выходят из моды. Он такой типа спортивный костюмчик, вот такие вот штанишки, да, и вот такая вот кофточка. И я обожаю этот костюм. Покупала его в Одессе на 7-м километре. И я много времени не могла в него влезть. Сейчас этот костюм на меня как раз. И я очень рада этому, конечно же. Но в первую очередь я рада тому, что я действительно избавилась от многих проблем со своим здоровьем. Когда я начинала свое похудение, я всегда прописывала на неделю меню, что я буду себе готовить на завтрак, обед и ужин. Когда у вас слишком большой вес, то, конечно же, желательно, чтобы это был завтрак, обед, ужин, ну и лучше, когда вы перекусы уберете, чтобы не было перекусов. Вот за завтраком, обедом вы должны насытить свой организм так, чтобы на 4-5 часов этого хватило, и вам не хотелось чего-то еще схватить и перекусить. Позавтракали, все, на 5 часов забыли о еде.
Пообедали, опять-таки на 4-5 часов забыли до самого ужина, никаких перекусов. Если же, конечно, вам нужно сбросить там 5-7 каких-то килограмм, 10, да, то понятное дело, что можно здесь уже добавить и перекусы. 1 или 2 перекуса. Орешки, какую-то ягодку, ну такое. Вы должны за завтраком, обедом обязательно насыщаться. Вы не должны быть голодными. И если вы наполните свою тарелку правильными продуктами, то вы никогда не будете голодными. Составили меню на неделю, пошли закупились этими продуктами. Я понимаю, что у многих есть семьи, дети и все такое, и им придется, конечно же, готовить отдельно пищу. Вот, поэтому тут уже, конечно, будет, возможно, кому-то сложно справляться. Мне, например, в первое время, наверное, в течение месяца или 2 было, конечно, сложновато. Потом уже мой организм привык, и мне это было все равно. Если вы со своими родными можете договориться, и они будут есть тоже вашу еду, то это, конечно же, очень классно, да, и легко, потому что вы будете уже готовить такую еду для всей семьи. Она сбалансирована, она правильная, и никто голодный не останется. Создайте для себя четкий график приема пищи, чтобы у вас была такая дисциплина. Завтрак у вас, например, там в 9-10, обед там в 1-2 и ужин там в 5-6. И вот чтобы вы питались по этому графику. Организм очень четко привыкает к этой дисциплине, и вам потом будет очень легко. Когда вы будете менять режим питания, организм, конечно же, не будет чувствовать сытость. Вы будете ощущать немножко чувство голода, но потом это все стабилизируется и будет все нормально. Это поначалу так. Я уже рассказывала на своем канале, что перед едой мы выпиваем 2 стаканчика воды за 30-40 минут до еды. Так наш организм быстрее насыщается. Конечно же, тщательно пережевывайте пищу и не спешите. Бывает, и никогда не ешьте, когда у вас там открыт планшет, ноутбук или телефон. Убирайте все гаджеты и просто наслаждайтесь, сидите едой. Не надо смотреть при этом в телефон, потому что когда мы смотрим какие-то гаджеты, мы тогда переедаем. В похудении также важен, девочки, и сон. Обязательно наладьте режим своего сна, ложитесь в 10, и чтобы к 11 вы уже засыпали. Кстати, вот мне написала женщина в комментариях: я не приемлю никаких там всех этих, для меня существует только диета. Она там садится на разные диеты, то на одних яйцах она, то на одном, как молокочае она сидит на одном, в общем, то на яблоках, то еще на чем-то, то на кефире, ну такое все. Ну вот просто, знаете, я хочу сказать, человек просто издевается над собой и своим организмом. Потом она будет срываться, и потом она опять будет наедать эти килограммы. Вот, девочки, ну вот лучше не слушайте таких людей. У вас должно быть сбалансированное питание, физические нагрузки. Я уже это миллион раз повторяю и хочу, чтобы каждый это понял. Не нужны вам никакие кефирные диеты, яблочные, там, молокочайные. Вот просто правильно питайтесь. Побольше белка в свой организм. Это будет качественно и круто. Лично я не про диеты, я про здоровье. В здоровом организме, в здоровом теле нет лишних килограмм. Тогда организм работает как часы, и у него очень хороший обмен веществ. Как только вы начнете правильно питаться, ваш организм будет просить конфетку, пряничек, сухарик или еще что-то. Вот чтобы себя от этого обезопасить, значит, чем-то займитесь. Посмотрите, только вы захотели чего-то, все, выбегайте на улицу, идите походите там часик-два до обеда или до ужина, или вяжите, вышивайте, читайте, смотрите хороший фильм. Самое главное, отвлекайтесь от еды. Девочки, мальчики, но это тяжело только первое время. Буду вас стараться мотивировать на сбалансированное питание. Это не диета, нет. Не путайте это все. Это сбалансированное питание. И будет вам счастье, и будет вам здоровье.
Может быть, я как-то сумбурно и нечетко все рассказала в этом видео. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, в телеграм-канал пишите, пишите в личные сообщения, я с радостью буду отвечать. На этом у меня все. Всем пока, всего вам самого доброго, а самое главное — это здоровья.